Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать, как связать боди для малыша. Вот такой вот у меня есть с рисуночком. Рисуночки я оставлю в посте в инстаграме. Будет схемка. Такой вот размер побольше и размер поменьше. Это 56-62, это 68-74. Приятного просмотра. Покажу вам, что мне понадобится для вязания. Сразу же скажу, что я вяжу из этой пряжи только потому, что у меня закончились пуговки. Я могу взять только из нее. Мои пуговки подходят только к этой пряже. Я хотела очень вязать из Yarnart джинс. Из вот этой вот из джинсовой, да, получился бы тоже такой пацанячий красивый бодик, но у меня к ней нет пуговиц, к сожалению. Я заказала с Алиэкспресс просто огромное количество пуговиц. 15 миллиметров и 20. Вот я подожду, когда они придут, и тогда навяжу еще одежки. Давайте, тут такое сочетание пуговок я подобрала. 4 штучки нам понадобится, одинаковых пуговичек. Желательно до 20 миллиметров. Больше туда просто пуговица не влезет. 15-20 миллиметров. Меньше будет слишком мелко, она будет расстегиваться. Больше будет слишком крупно, будет дырка растягиваться. И пуговица будет мешать, скорее всего, ребенку. Такая вот у меня пряжа Alize Cotton Gold Hobby. Оттенок 390. 55% хлопка, 45% акрила. 165 метров на 50 грамм. У Yarnart практически такой же метраж, да, у них 160 метров. В принципе, можно тоже брать. Но еще раз повторюсь, у меня просто пуговицы подойдут только к этому боди, поэтому было решено вязать из такой... Я не скажу, что это вишневая, хотя что-то это с моей подстилки с белой налетело столько волос. Вот такой вот оттенок. Давайте дальше, что нам понадобится. Обязательно нам понадобится измерительная лента. Нам понадобятся спицы чулочные для вязания бретелей. Нам понадобится... Это у меня 3 миллиметра, а основные у меня 3,5. Если у вас хорошие спицы, вообще от меня 3,5, вы вяжите ими тоже бретели. Также нам понадобится минимум 5 маркеров. Вам понадобится блокнот, ручка для того, чтобы все записывать. Если есть счетчик рядов, берите счетчик рядов, потому что так вам будет проще вязать. Что еще обязательно понадобится? Игла для пришивания пуговиц. В принципе, все. Если что-то понадобится еще, я по ходу дела расскажу об этом. Конечно же, самое главное, это мои записи. Вот все мои записи по поводу бодика. Я переписывала, поэтому у меня уже текст сжался, да, уже все как-то более аккуратно выглядит. Так у меня там внутри страницы порасписано. Это у меня отдельные записи мои по бодику из Cotton Gold Hobby. Это у меня записи на детские капризы идут полностью. Здесь я только буду менять количество рядов и количество петель. Все остальное вяжется абсолютно одинаково. Описание я оставлю под видео в описании. Я сделаю пост в Инстаграм, я сделаю пост в другие соцсети с полным описанием. Где вам будет удобно, там вы его и найдете. Сначала нам нужно набрать 11, 13 или 15 петель, в зависимости от того, какой вы хотите размер. Я вам советую все-таки не вязать самый маленький, если вяжете для своего ребенка, потому что, во-первых, он очень быстро из него вырастет. Лучше выбрать размер чуть-чуть побольше, чтобы он подольше его поносил. Поэтому я буду взять средний размер, это 68-74. Это от полугода размер. От полугода, наверное, до года. На 15 петель это будет уже примерно на годик размер. Боди хорошо тянется, но все равно на маленьких деток они очень быстро вырастают. Зачем вязать, тратить пряжу, тратить свое время. Набираю 13 петель обычным способом. Просто забыла сказать, вяжу в 2 нити. Хотя, может, сказала, спицы 3,5 мм. Часто бывает забываю, поэтому еще раз лучше повторюсь. 13 петелек набираем. Петельки набраны, мы с вами оказываемся в изнаночном ряду. Первые 9 рядов мы вяжем платочной вязкой, только потом мы начинаем уже делать увеличение. Это мы делаем сейчас застежечку. Сняли. Вяжем все петельки лицевыми. Нечетные ряды у нас будут изнаночными, четные будут лицевыми. Поэтому вы легко сможете ориентироваться. Платочная вязка мы вяжем 5 рядов. То есть с лицевой стороны у нас будет 3 полосочки уже.
тогда мы с вами сделаем прорези под пуговки. Развернули и вяжем также точно, как у ткани, будут не мешаться все время. И в лицевом ряду мы вяжем то же самое, просто лицевыми петельками. Первую переснимаем, кромочную всегда вяжем изнаночной. Просто вяжем. Так, 5 рядов связано, мы находимся сейчас в шестом ряду. И сейчас мы с вами сделаем прорези. Прорези делается так: первую кромочную мы снимаем, провязываем 3 лицевые, делаем накид, провязываем 2 вместе, так, теперь мы отделяем 3, провязываем 1 лицевую, 2 вместе, накид. Мне так нитка нет, вот она. 2 вместе провязали, делаем накид и провязываем оставшиеся 3 лицевыми. Вот так получается у нас 2 дырочки. Вот таким образом. Сейчас покажу, как в изнаночном ряду их провяжем. Это у нас сейчас будет 7 ряд. Считайте обязательно ряды, потому что без этого никак нельзя. Вот просто лицевой провязали. Проверяем сразу же, пролезет ли то наша пуговка. Ну, со скрипом, но пролазит. Ничего страшного. Потом в изделии будет чуть по-другому. Но пролазит. У меня просто пуговки 15, наверное, или 18 даже миллиметров. Я другие пришивала обычно. Так, 7 ряд я провязала. 8, 9 просто вяжем лицевым петельком. Встречаемся в 10-м. 10 ряд мы провязываем полностью лицевыми петлями. Полностью весь. Изменения будут уже в 11 ряду. Так, у нас 11 ряд. Ни в какой зависимости от того, какое у вас количество петель, 3 петли платочной вязкой мы вяжем в любом размере. В изнаночном ряду мы вяжем 3 лицевыми. 3 лицевыми. Сейчас мы с вами поставим маркеры. Для тех, кто путается, для тех, кто забывает, для таких, как я, хотя я уже вяжу 5-й, но я в любом случае могу забыть. Я поставлю для себя маркеры. Первые 4 петли вместе с кромочной отделяем и ставим такой же маркер с этой стороны. Такой же точно маркер ставим. Вот, поставила. 5 мы вяжем изнаночными. Это у нас уже, я не знаю, показывать ли вам. Давайте я буду показывать на этом боде, чтобы вы понимали, что мы сейчас вяжем. Вот эти вот ряды мы начинаем вязать, да, мы уже переходим здесь на лицевую гладь. Вяжем 5 петель изнаночными и кромочную дорожку нашу провязываем 3 петли лицевыми, кромочную у нас всегда вяжутся изнаночными. Планка, это, наверное, называется правильно, да, это слово. Планка это же на кофточке, а это, ну, не знаю, как правильно. Ну, давайте, пускай будет планка, да. 12 ряд. В 12 ряду у нас пойдут первые изменения. Смотрите, в первых своих боди я вязала прибавки по одному варианту. Потом я поняла, что мне этот вариант с протяжками некомфортен. И я сделала так. Мы провязываем первые 3 петли лицевыми. Сейчас мы внимательно смотрим, что я делаю. Пока что я маркер пересниму, чтобы вас не отвлекал. Посмотрите, мы сейчас находимся перед первой петлей. Мы берем не протяжку, мы берем нижнюю дужку. Вот видите? Ту, которую мы провязали в прошлом ряду. Продеваем ее и протягиваем сквозь нее петелечку. Провязываем ту петлю, с которой мы протягивали. И вот такая вот прибавка у нас получается. Эти прибавки очень аккуратно смотрятся. Вот я вам сразу покажу их.
Очень аккуратно они смотрятся, мне они нравятся. Давайте повесим маркер обратно, чтобы я не терялась. И мы вяжем все петельки, которые у нас остались перед маркером. Я вам покажу, как мы будем делать прибавку с этой стороны. Также снизу, но вот здесь надо будет надеть уже на спицу. Снизу провязываем то же самое. Все, вот таким образом мы делаем прибавки. Прибавки делаются только в лицевых рядах. Изнаночные мы провязываем так. Кромочная, 3 лицевые, все остальные изнаночные, 3 кромочных лицевые и кромочная изнаночной. Сколько нам нужно донабрать петель? Для самого маленького размера 27, для моего 31, если у вас размер больше, то 35 петелек. Я вам советую, если вы вяжете, вот допустим, я вязала из бирюзовой пряжи, у меня было много остатков. Переднюю часть можно вязать от 2 маленьких клубочков, вот как я вязала, от остатков, потому что потом мы обрезаем нить, и на переднюю часть можно израсходовать остатки. У меня сейчас пряжа новая, у меня нет от нее остатков, поэтому я вяжу сразу же от 2 клубков. Мы вяжем изнаночный ряд. Сейчас еще раз вам покажу, как делать прибавки. Мы сейчас делаем до 31 петли, чтобы у нас в общем на спицах стало 31 петля. Потом мы приступим к вязанию задней части. Еще раз вам покажу прибавку. И тогда встретимся с вами, когда я уже буду набирать петельки на заднюю часть, на попку. 3 кромочные наши, планочка. Планочка. Перебрасываем маркер, поднимаем петельку. Провязываем остальные петельки. Сейчас у нас уже посередине, получается, сколько? 9 петелек будет всего, в общем 17. Ну, передняя часть вяжется очень быстро, в принципе. Тут никаких замудренностей нет. Все. Вот таким образом вяжем до 27, 31, 35 петель. Часть готова. Давайте мы ее измерим в высоту 11 сантиметров, в ширину 20, ну 19, давайте так. Мы сейчас отрезаем нашу нитку и начинаем набирать на заднюю часть. Все, отрезали. Это мы оставляем на спицах, это мы никуда не деваем. Так. Я могу сейчас перепутать, сразу же извиняюсь, потому что мне часто такое бывает, что у меня потом передняя часть, она развернута. Ну ничего страшного, ее потом можно поставить правильно, когда она будет нужна. Это абсолютно все не важно. Нам нужно набрать 12 петелек на заднюю часть. Да, задняя часть у нас вяжется на четном количестве петель, передняя на нечетном. Задняя часть вяжется немного по-другому. Так, 12 петель. Ничего, я потом разверну, это нет ничего страшного. 12 петель. Вяжем 9 рядов платочной вязкой. Показывать не буду затягивать время. Время и так будет очень много у вас. Отнимать этот будет 9 рядов платочной вязкой. Так же, как мы здесь вязали, только без прорезей. 9 рядов на 12 петлях. Покажу вам, как это выглядит. У нас эта часть остается тут, она нам абсолютно не мешает. И мы вяжем просто на 2 спицах, так же, как и вязали эту часть. Еще раз повторюсь, нам абсолютно мешать не будет. Просто вяжем 9 рядов лицевыми петельками. Так, 9 рядов платочной вязки готовы. Сейчас, наверное, будет вообще ничего не видно. Так, извиняюсь. 9 рядов платочной вязки готовы. Сейчас мы вяжем 10 ряд. 10 ряд у нас, как и в передней части, просто лицевой. Нам нужно удлинить заднюю часть. Эта часть будет идти от попки к переду, да, вот между ножками. Чтобы она полностью закрывала подгузник, чтобы пройма была достаточно высокая, чтобы ребенку ничего не жало. Провязали все петли лицевыми. У нас 11 ряд. В 11 ряду мы вяжем вот так. Мы
Мы сейчас опять поставим маркеры с вами, чтобы мы могли легко ориентироваться. Если вы не путаетесь, то не ставьте, это ваше право. Никто вас не заставит ставить маркеры. Так, также мы выделяем тут 3 петли. 3 петли. И то, что между ними, у нас должно быть 4 петли, мы провяжем изнаночными. Это у нас 11 ряд. До 15 ряда мы вяжем без изменений. Сейчас будет 12 ряд. Я покажу, как мы вяжем 12 ряд. 12 ряд у нас будет вести лицевыми петельками. В 13 мы опять делаем планку, 4 изнаночных. 14 ряд лицевыми, 15 планку, 4 изнаночных. Встречаемся в 16 ряду. 15 рядов связала. Далее мы начинаем расширение. Забыла сказать, что если у вас меньше размер, у вас здесь будет 2 петельки посередине. Если у вас больше размер, у вас здесь будет 6 петелек посередине. Далее мы делаем то же самое, что мы делали в передней части, только мы будем делать больше рядов прибавочек. Так, покажу вам еще раз. В принципе, боди вяжется несложно. Если понять, как вязать, то вы, вот как я, сможете связать 5 штук за неделю. Прибавка. И в этом случае мы прибавляем до 38 петелек. 38 петелек у вас набирается на спицах. И я к вам возвращаюсь и рассказываю, что мы будем делать дальше. Вот таким образом смотрится. Это у нас вот застежечка. Часть трусиков готова. Ну, я их разделяю на трусики, тушку и уже наверх. Так, давайте мы высоту измерим. 16 с половиной, ну, чуть-чуть с кусочком небольшим. И в ширину. Я даже не знаю, как правильно это померить. 22-24, это так примерно, да? И сейчас мы что делаем? У меня, кстати, правильно все встало. У меня не надо ничего разворачивать. А то 2 раза я разворачиваю, я, наверное, не так спицы клала, поэтому у меня вот эта часть, она разворачивается. У меня была вот эта изнаночная, а это была лицевой. Довязываем этот ряд полностью до конца и будем объединять. Так, здесь мы, естественно, кромочную уже провязываем лицевой. Сейчас внимательно смотрите, что я делаю. Я беру нить от клубка, вот так перекидываю через палец, да, и вот так я набираю 3 петельки дополнительные. Для того, чтобы наша проймочка была чуть-чуть пошире, чтобы ребенку было комфортно. Берем здесь, видите, тоже у нас петелечка, она отрезанная, ничего страшного. Мы ее провязываем, потом мы ее подтянем. Также мы ее провязываем лицевой. И мы переходим, видите, в круговой ряд. Все. Вторую только осталось в сторону соединить. У нас начинается круговой ряд. Мы просто подтягиваем. Сейчас я провяжу эти петельки и со второй стороны объединю. Я опять провязала кромочную петельку лицевой. Делаю. Здесь надо чуть-чуть поплотнее подтянуть, потому что эта петелька, она может чуть-чуть растягиваться. Первая, вторая, третья петелька. И как вы видите, у нас вот здесь уже начинается второй ряд. Это будет наше начало ряда. Тут тоже можно повесить маркер. Ну, в принципе, вы будете видеть. И нам нужно провязать сейчас 5 рядов платочной вязки, чтобы у нас здесь, Ярик, не чавкай, чтобы у нас здесь было 3 таких полосочки. И здесь мы первую петлю уже вяжем изнаночной. Изнаночной. Получается, что здесь мы будем вязать, сколько у нас? 8 и 3, 11 петелек мы будем вязать, чтобы у нас получилось 3 полосочки такие. Вот сейчас покажу на готовом будет. Вот эти вот 3 полосочки нам нужно сделать. Да, вот здесь будет такая вот ступенька небольшая. Чтобы ее избежать, там нужно чуть-чуть по-другому провязывать. Но в принципе я не считаю это критичным, это в принципе незаметно. Вяжем сейчас еще один ряд. Вот у нас и вот в этом месте, где у нас будет начало ряда, давайте мы повесим все-таки маркер. Мы довязываем. Здесь мы вяжем изнаночный, и здесь мы уже начинаем вязать лицевые. И меняем их до тех пор, пока у нас не образуется 3 полосочки изнаночных.
Я свяжу и покажу вам, как это будет выглядеть. Совсем забыла вам показать, как же мы провязываем наши дополнительные петельки. Сейчас у нас изнаночные петельки. Ярослав рядом сидит, кукурузной палочки жует и чавкает. А что это? Это чипсики. Ой, да тебе что не скажи. Вот так вот мы провязываем. В принципе, они несложно провязываются. Ярик, не чавкай. Я не чавкаю. Все это мы подтянем, потом эта ниточка затянется, и здесь ничего торчать не будет. Вот так вот вяжем. В следующем ряду провязываем целый ряд лицевыми петельками. Потом опять вот эти наши проймочки изнаночными. Ведь у нас первая полосочка получилась. И встретимся, когда вы свяжете, чтобы у вас было 5 рядов платочной вязки, так скажем, да, платочная вязка. То есть не платочная вязка, мы ее имитируем здесь. Я уже довязываю третью полосочку изнаночную, да, то есть 5-й ряд платочной вязки. И что нам делать дальше? Если вы хотите рисунок, тогда вы уже делаете рисунок, рассчитывайте, как я вязала на боди с совой. Я буду делать просто лицевой гладью. Вот у нас уже начинается следующий. Вот они у нас 3 полосочки, 1, 2, 3. И что нам делать дальше? В случае, если у нас было 11 петель, мы вяжем 21 ряд. Далее у нас 24 ряда и 27 рядов лицевой глади в высоту. Мы сейчас будем вязать основную часть. Просто по кругу вяжем. Хотите рисунок, делайте рисунок. Ваше право. Делайте, что хотите. Я вяжу этот просто лицевой гладью. 21 ряд, 24 ряда в высоту. Я связала свои 24 ряда, и теперь нам нужно сделать скосы. Сейчас вам сразу объясню, как это делается. Мы будем вязать вот эти у нас 4 петли и вот эти 4 петли. Вот эти 3 петли мы их добавляли, но мы переносим их вот сюда. И 3 петли с одной стороны, 3 петли с другой стороны мы прибавляем к передней части для того, чтобы они у нас были одинаковыми. Здесь я понятно объяснила, поэтому мы будем вязать не как тут платочная вязка 11 петель, а будем всего 8 петель вязать платочной вязкой, а вот это уже будет отходить к передней части. Это будет считаться уже передняя часть. Сейчас вам покажу, что мы делаем. Также она уже будет провязать 5 рядов. Вяжем с начала ряда 4 петельки. 4 петельки. Вяжем полностью спинку, все петли. Так, вот у нас уже передняя часть. И здесь мы провязываем 8 петелек изнаночными. Вяжем всего 5 рядов платочной вязки и будем уже отделять спинку и перед. 2, 4, 6, 7 и 8. Вот теперь посмотрите, у нас получается, что спинка и перед, они стали одинаковыми. Ну, примерно одинаковыми, да, тогда у нас было намного шире задняя часть, теперь у нас примерно одинаковые. Так, у меня конец ряда, я переснимаю маркер, провязываю 3 петли просто лицевыми. Забыла, маркер вот тут потеряла в начале ряда, не знаю, где-то упал, а он под диваном валяется. Вставала на раздевала случайно, он у меня соскочил, и провязываем 4 петли изнаночными. Все, мы опять в начале ряда вяжем лицевыми. Встретимся с вами, когда вы провяжете 5 рядов платочной вязки. Мы начинаем выделять спинку и перед. Маркер мы этот уже уберем, он нам больше не нужен. Провязываем до вот этих вот 4 петель, разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд. Первые 2 ряда у нас идут без убавок. На спинку у нас приходится 38 петель, на перед 37. Вот я довязываю до конца ряда, и следующий ряд мы вяжем просто изнаночным, без каких-либо убавок. Вот 3 наши кромочные идут, изнаночный, кромочную. Разворачиваем, вяжем по изнаночной стороне.
Так, вот у нас остается 4 петельки, 3 лицевыми, кромочную, изнаночной. Все, мы уже отделили заднюю часть от передней. Вот мы сейчас вяжем заднюю часть. Сейчас я вам покажу, как мы будем делать убавки. Убавок нам нужно сделать в общем, сейчас скажу, сколько штук. Из 38 нам нужно сделать 18, то есть 10 убавок нам нужно сделать. Первые 7 убавок мы вяжем вот так. Нам нужно развернуть петельки, поставить их правой дужкой вперед и провязать 2 вместе. Начиная с 8, 9 и 10 убавку мы вяжем изнаночный ряд лицевым, для того, чтобы у нас образовывались изнаночные полоски, то есть платочная вязка, так скажем. Сейчас покажу, как делать в конце ряда убавку. Так, я чуть-чуть оговорилась, после 7, я сказала, после 8 нет, после 7 вот мы делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и после 7 мы делаем следующий ряд лицевым изнаночный. Вот так вот это смотрится у нас. Убавка получается, с левой стороны, да? Делаем убавку влево. Убавки делаются только в лицевом ряду. Думаю, я все уже понятно показала, объяснила. Делаем убавки. После 7 убавки, еще раз повторюсь, мы провязываем в изнаночном ряду лицевые петли и начинаем далее вязать также. Мы делаем убавки до 18 петелек. Мы убавили до 18 петель. У нас получилось 4 полосочки. И нам нужно провязать без убавок 2 ряда. Также платочной вязкой. Далее мы начнем делать бретели. Так как у нас 18 петелек, вот я провязала. Так как у нас 18 петелек, у нас будет бретельки по 8 петелек и 2 петли мы закроем посередине. Так, мы провязываем 8 петель, 2, 3, 4. Бретели вяжем платочной вязкой. У меня пряжа совсем чуть-чуть осталось, прям впритык. Надеюсь, не придется новые клубки открывать. Так, 4, 5, 6, 7, 8. Далее любым удобным вам способом закрываем 2 петли. Одна закрыта. Вот эти я провяжу, наверное, 2 вместе. А без разницы, они все равно одинаково будут смотреться. И вяжем мы далее оставшиеся петельки. Сейчас мы перейдем на другие спицы, на чулочные. И вяжем высоту около 10 сантиметров. Все. Сейчас я пересниму. У меня спицы чулочные 3, потому что у меня просто, ну, я еще раз повторюсь, мне не нравятся мои спицы 3,5. Они очень шершавые, я на них не могу вязать. Можно на 3,25. Ничего страшного в этом не будет. Просто вяжите 10 сантиметров платочной вязкой. Так, связаны у меня уже бретели. 36 рядов связала. Потеряла пуговицу, чуть с ума не сошла. Сейчас уже до истерики дошло. Ребенок одну выкинул на пол, другую в стол куда-то как-то закинул. Чуть с ума не сошла. Вот такой вот у меня остаток остался. Давайте быстро довяжем, а то я уже, честно говоря, устала вязать этот бодик. 5 подряд. У нас сейчас 37 петель. Первые 2 ряда провязываем без изменений лицевой, изнаночной. Далее делаем убавки. Убавляем до 21 петли. Убавки такие же, как и здесь. Ничего не меняется. Так вот я делаю. И дальше что мы делаем? Дальше мы вяжем 9 рядов платочной вязки. И в 6-м мы делаем прорези. Заканчиваем, до конца вяжем до 9 ряда, закрываем петли и убираем нитки, пришиваем пуговицы. Покажу вам еще раз, как сделать прорези. Сейчас я вяжу первый ряд, который идет без изменений. И я к вам уже вернусь, когда будем делать прорези.
Я сделала 8 убавочек. Вот у меня моя 21 петелька. И я не буду провязывать еще один ряд изнаночным. Я сразу же перейду на платочную вязку и провяжу и 5 рядов. Не 5 рядов, а 9. Оговорочка. Да, 5 рядов. Сделаю прорези и провяжу 9. Что я уже все уже заговариваться стала. Давайте встретимся в 6-м ряду платочной вязки. Так, 6-й ряд. Кромочную снимаем, провязываем 3 лицевые, делаем накид, 2 вместе, провязываем петельки, оставляем 5, нет, 6 вместе с кромочной до конца. Далее мы довязываем оставшиеся ряды и закрываем петельки любым удобным вам способом. Так. 2 вместе, накид, 3 петельки, кромочная. Все, дальше закрываете, убираете все ниточки, пришиваем пуговички и все готово. Дальше остается только постирать, высушить и уже можно наряжать своего малыша. Ставила камеру повыше, чтобы показать вам. Насчет того, как мы убираем ниточки, это полухлопок, поэтому обязательно потуже завязываем на узелочки. Сейчас покажу. Вот узелочки минимальные, их практически незаметно, но обязательно на 3 узелочка завязать, чтобы потом не развязалось. Вот так смотрятся пуговички, по-моему, очень интересно. Вот эта часть, она не будет так торчать после стирки. Она сейчас так немножко торчит, потому что расширение такое достаточно резко идет. Я вам покажу второй из этой же пряжи. Это такой размер можно связать, если набирать 11 петелек в начале. Вот такая вот между ними разница, да, один размер буквально идет разница. Вот. Если вы что-то не поняли, если остались какие-то вопросы, если я, допустим, где-то невнимательно что-то объяснила неправильно, во-первых, будет полное описание, я уже об этом говорила. Во-вторых, задавайте вопросы в комментариях, я на все отвечу. Сейчас давайте по весу. Весы. Видео, конечно же, очень долго, но на вещи, мне кажется, не может быть быстрого видео, только если такой экспресс-мастер-класс, тогда да, тогда будет быстро. 95 грамм и 75 грамм. Такая вот разница. Все, наверное. Всем спасибо за просмотр и всем пока.